Всем привет, с вами Рисим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня мы продолжаем прохождение Accident, где мы рассмотрим варианты помощи при ДТП, а также узнаем причину возникновения данной ситуации. Что ж, желаю всем приятного просмотра, итак отправляемся на место происшествия. Итак, бежим на шум, который мы услышали, что где-то произошла авария. Вот на перекрестке. Человек сбитый, еще две машины. Надо вызвать скорую. О, старые мобильники. Когда это было? Так, села батарейка, надо найти способ другой. Вот, телефонная будка. Тоже. Таких уже не встретишь, наверное. Вызываем скорую. Кто последний раз пользовался телефонной будкой? Пишите. Так, спасибо, я посылаю помощь прямо сейчас, но, пожалуйста, обезопасьте территорию, прежде чем делать что-то еще. Да, мне к телефону нужно будет подходить туда-сюда, сообщать, как ситуация обстоит. Ну а пока надо выключить зажигание в автомобилях и оградить место происшествия. Так, здесь дверь водителя заблокирована, на всмятку. Обойдем с другой стороны. А это у нас, похоже, вообще стритрейсер. Тачка выглядит, конечно, классно. Забираем ключи, выключаем двигатель, разблокируем багажник и идем за аптечкой, а также еще нужно поставить треугольник на дорогу. Так, вот он, багажник открываем, берем аптечку. Ну, а вместо треугольника здесь сигнальные ракеты. Так, идем, устанавливаем ракету. Все, положили. Теперь пойдем к следующей машине. Тоже нужно выключить двигатель. Здесь дымит двигатель. Так, забираем ключи. Все готово. И так, еще нужно, получается, две ракеты положить. Или, может, треугольник здесь есть? Нет, у этого вообще в багажнике ничего нет, даже аптечки. Нарушение. Так, здесь пока ничего не могу сделать. Осмотр. Пока не поставлю все сигнальные ракеты. Так, с этой стороны дороги. И еще с вот этой. Это у нас Т-образный перекресток. Так, кладем. Все. Следующая цель — оценить ситуацию. Проверить пострадавших и местоположение еще определить. Здесь, кстати, у нас нет GPS-навигатора, поэтому нужно, как говорилось в рекомендациях, определять по табличкам улиц, либо еще каких-нибудь указателей. Вот есть у нас табличка с названием улицы. Одна. И теперь нужна вторая. Она вон на столбе, но так как я рядом с машиной, я думаю, сперва осмотрю пострадавших, а потом уже и займусь местоположением. Проверяем сознание. Отстегиваем ремень. Так, откидываем голову и проверяем дыхание. Так, дыхание присутствует. Полный порядок. Теперь проверяем пассажирку. С ее стороны, кстати, нет подушки безопасности. Так, проверяем сознание, отстегиваем ремень и запрокидываем голову назад. Проверяем дыхание. Дыхание есть. Все, здесь в полном порядке. И теперь проверим вот этого гонщика. Залезаем в машину и посмотрим, что с ним. Так, проверяем сознание. Отстегиваем ремень. И голову назад. Так, ну, рана у него тут очевидна. И синяк еще на лбу. Так, дыхание отсутствует. Либо очень слабое дыхание. Выходим наружу. И остался последний пострадавший. Осмотрим Уильяма. Проверяем сознание. Кучу его ран после того, как его сбила машина. Проверяем дыхание. Дыхание, кстати, есть. При всем при этом. Ну и последнее, осталось активировать нашу табличку с местоположением. А теперь идем к телефонной будке, чтобы рассказать обо всем диспетчеру. И ждем дальнейших инструкций. Так, спасибо, суть потому, что вы говорите, водитель спортивного автомобиля находится в самом тяжелом состоянии. Так что ему надо помочь в первую очередь. Вот очень оригинально, учитывая, что он был пристегнут с подушкой безопасности, а тот, кто лежит на дороге, еще легко отделался, да?
Ну что ж, вытащили мы его из машины, теперь нужно провести сердечно-легочную реанимацию. Одеваем перчатки, как обычно, подготавливаем голову, надеваем маску на лицо и делаем непрямой массаж сердца. 30 нажатий. Так, помедленнее надо, вот идеально. Так, немного сбиваю ритм свой нажатий. Но вроде идет как надо. Все, готово. Новый высокий балл. О, мой личный рекорд на этот момент. И делаем 2 вдоха. Раз и 2. Все, провели, проверяем дыхание. Ну, пока что-то ничего не слышно. Но дело я свое сделал. Вот и скорая подоспела. Сейчас его возьмут и в больничку. Ну а мы сейчас будем переходить к поиску подсказок. И выяснять, что же произошло. Так, начнем. Тележка у нас относится. Уильяма вот сбила машина. Так, где-то наверняка еще должны быть следы какие-то тормозные вот эти. И подсказка-то. Так, багажник закрою, чтобы он меня не отвлекал. Так, вот место столкновения двух машин. Так, двигатель не относится. Вот этот значок показывает вроде бы на багажнике, но на самом деле это подсказка. А так и не заметишь сразу. Так, и еще одна осталась. Так, это... Ага, вот. Флаер насчет гонок. Ну что ж, все подсказки собраны, можно соединять их воедино. Началось все со стритрейсера, который сбил Уильяма на переходе, и после чего врезался в следующую машину на перекрестке. Сценарий готов, а теперь можно посмотреть, как все это произошло. А сейчас мы рассмотрим следующую ситуацию в Комаром-Эстергом, Венгрия, 2017 год, 1 мая. Где-то на ночной трассе. Вот тут произошла авария. Встаем на обочину. И сейчас посмотрим, что же здесь произошло. Первым делом, как всегда, вызываем скорую. Так, вызвали. После чего нужно будет включить аварийное освещение. Как только на звонок нам ответят, мы же не можем одновременно сделать две вещи. Так, здесь у нас есть еще фонарик, во. В темноте на всякий случай. И выходим. Так, похоже, кто-то едет. Да, нас сбила машина другая. Придется перемотать время к контрольной точке. Так, снова берем фонарик. И подождем теперь, когда проедет машина. Так что нужно быть всегда внимательным, иначе потом нам самим потребуется помощь, если вообще выживем. Итак, надо разместить сначала треугольники предупреждающие по обеим сторонам шоссе. Если у нас один, посмотрите в других машинах еще. Так, берем аптечку и ставим треугольник. Вот на шоссе лучше ставить его на расстоянии не менее 100 метров. Это чтобы точно увидели, да? А то получится, вот как я вышел из машины, и меня тут же сбило. Так, и выключить зажигание в машинах. Так, никого нет. Бежим по дороге. Проверяем машину. Так, заодно надо посмотреть. Этот треугольник надо будет еще взять. Но сперва сейчас зажигание выключим. О, оно даже в сознании. Голову держит. Так, а здесь у нас кто? А тут две машины. Так, дверь заблокирована. Надо получить доступ к спортивному автомобилю. Угу. Что-то использовать. Значит, надо что-то еще найти. Так, здесь тоже закрыто. Угу. Ну ладно, поищем. А сейчас пока я оставлю треугольник, чтобы тоже не отвлекаться. Так, не тушитель, а треугольник. И поставим его с другой стороны шоссе. Бежим. Здесь, надеюсь, никто не будет ездить. Так, поставили. Вот с этим я справился. Теперь надо поискать, как бы проникнуть в машины.
А это можно сделать с помощью огнетушителя. Выбить вот это стекло вместо пассажира и разблокировать дверь. А вот здесь у нас лежит гаечный ключ, с помощью которого можно открыть дверь спортивного автомобиля. Итак, дверь открыта, можно выключать двигатель и забираем ключи. Теперь то же самое с фургоном. Здесь я дверь разблокировал, так что она не заперта. Выключаем двигатель. И следующая задача — это осмотреть пострадавших и также определить свое местоположение. Сначала просмотрим их. Так, проверяем сознание. Отстегиваем ремень. И проверяем его дыхание. Итак, даже видно, что он дышит. Можно даже не слушать. И небольшой синяк у него на лбу. Еще легко отделался. Теперь проверяем вот этого, кто явно сильнее всех пострадал. Так, ремень здесь почему-то отстегивать ему не надо, как ни странно. Так, проверяем тогда все остальное. Так, вот рана. Сейчас посмотрим, дышит, нет? Ну, похоже, нет. Еще рана на голове. Так, и тут у него на руке еще две. Все, осмотрели. Так, теперь проверяем вот эту пассажирку, но она в полном сознании, только в шоке, походу. Так, следующее. Нужно проверить табличку. Так, это знак остановки. А вот знак километра. 98. Все. А теперь помочь жертву. Ну, скорее всего, помогать мне нужно только тому, кто в красной машине. Здесь порядок. Так, вытаскиваем его из машины. И проводим опять реанимацию. Достаем перчатки. Подготавливаем голову. Маску. Так, теперь массаж сердца. Снова 30 раз. Сейчас попробуем как-нибудь свой рекорд побить по очкам. Если получится, конечно. А так это не столь важно. Главное вообще просто провести все правильно. Чтобы он не умер. Так, счет у меня, конечно, поменьше, чем в прошлый раз. Но все равно высокий. А теперь делаем 2 вдоха. Раз и 2. Проверяем, что у него там с дыханием. А дыхание я опять не слышу, как обычно, у слишком тяжелых пациентов. А вот и скорая, которая его подлечит. Точнее, вот реанимация, похоже. Ну а мы переходим к поиску подсказок. Сколько их у нас здесь будет? Целых 7 штук. Так, это следы торможения. А это уже след от столкновения, то бишь осколки лобовых стекол. Помятое ограждение пробитое. Так, с этой стороны, наверное, больше подсказок не будет. Да, колесо не относится к делу. Это уже следствие. Здесь тоже только вмятина вот это. Больше, похоже, ничего. Так, переходим на другую сторону шоссе. Сейчас проверим вот эту машину. Здесь тоже вот столкновение с барьером. Что еще? Так, зеркало. Это дверь. Так, что у нас здесь? Сломанный столб тоже не относится к делу. Так, где-то следы торможения должны быть еще. Причем от 2 машин. Хотя почему-то 2 машины на той стороне. Ну да ладно, сейчас посмотрим, как все это происходило. Вот так вот он, след от торможения от машины первой, от Барбары. И второй след. А нет, это разбитое зеркало. Где-то тут еще должно быть. Ага, вот и второй след. От Даниэля. Так, а это, похоже, место столкновения их. Как Даниэль оказался на той стороне шоссе, сейчас мы узнаем, расставив по порядку все подсказки. Получается, Даниэль столкнулся с Барбарой, Барбара потеряла управление и врезалась в ограждение, а Даниэль вылетел на встречную сторону шоссе, после чего врезался в него фургон. Вот так вот. Ну а теперь посмотрим, как это было. Ну что ж, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, особенно на дорогах. А пока, всем пока.